Я приветствую вас, представители знака зодиака Скорпион. Таро расклад, поворот событий. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 20 по 31 марта. Давайте узнаем, что будет меняться. А возможно, это будет та реальность, которая изменит вас. Или представление о чем-то. И главное, будем добрее и милосерднее к самим себе. Не стоит загонять себя в угол, если то, что мы видим или слышим, никак не вписывается в наши планы. Или есть, знаете, как противится что-то внутри нас. И это не означает, что мы наши планы не можем осуществить. Это лишь говорит о том, что нам нужно внести некоторую коррекцию в задуманное и адаптироваться к тем условиям или к тем переменам, которые происходят вокруг нас. Вот этот период до конца марта, он как раз с этим и может быть связан. Итак, события ближайшего будущего. Давайте узнаем. У нас сегодня две колоды. Колода Ленорман и карты Таро. Это Таро ангелов-хранителей. И сначала на колоде Ленорман события. 4 карты достанем. События ближайших дней, события ближайшего будущего. Любой Таро-прогноз или Таро-расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки вы получите. Итак, с чем же будут связаны события ближайших дней, ближайшего будущего? 4 карты. Дополним картами Таро. Поворот событий будет называться первая карта. О чем она нам скажет? Какую подсказку даст? А вы переложите то, что вас сейчас наиболее волнует, беспокоит, или то, что происходит, на метафору карты. Я надеюсь, действительно подсказка будет. Поворот событий. Что вы будете завершать? Или от чего вы откажетесь? Возможно, вам придется что-то видоизменить, трансформировать. Третья карта будет называться «Что вам помогает» или «Что вам нужно услышать», принять во внимание или не пропустить. Сфера достижений, работы, денег, любовь, личная жизнь и карта «Совет». Давайте будем смотреть, что же за события ближайших дней. Очень интересно. Уже столько раз я перемешала эту колоду, но не вам первым выпадает карта собака. Наверное, весь 2025 год, я часто говорю об этом в своих видео, это год адаптации. Адаптация подразумевает уже само слово, что присутствует в нашей жизни какая-то данность, реальность, которую мы не в силах изменить. Но мы можем изменить отношение к этому и в это сложное время. У нас есть, как минимум, если один человек, как добрый союзник, помощник, добрый друг, это уже очень много. И как раз искренние отношения, искреннюю дружбу символизирует эта карта. И здесь может кто-то прийти на помощь. Я не исключаю, что и вы можете приходить на помощь какому-то другу, но все же тут больше говорит о том, что есть дружба, есть какой-то контакт. У кого-то это могут быть близкие люди. Я должна сказать, что эта карта уже где-то символизирует добрые энергии на все 10 дней. Поэтому, и пусть это вопросы работы, вы здесь можете многое согласовать, потому что вот эти добрые энергии через контакты вам дают возможность со всеми договориться или быть услышанными. И здесь может быть самая разная палитра. Это где-то будет карта оказывать влияние. Если вы планируете отправиться к чиновникам, то карта подсказывает, вот в таких более дружелюбных, мягких энергиях ты можешь совершить любое согласование. Или продвинуть свой вопрос, решение какой-то темы. Или нужно подписать бумагу. Значит, ты найдешь 1001 вариант, как осуществить задуманное. Правда, сама по себе возможность к вам приходит через вот эту лояльность, где-то дружелюбие, очень, повторюсь, доброй энергии на все 10 дней. Давайте посмотрим, что же еще. И якорь. Все то, что я говорила, действительно придает еще и уверенности. С одной стороны, сохраняй все то, что надежно. Сохраняй вот эту надежную дружбу. Или ваше финансовое положение. Этому тоже следует уделить внимание. Может быть, и вопросы дома. Якорь, да, куда мы приходим отдыхать, место нашего жительства. Может быть, и вы будете продумывать. Вообще, эта карта всегда символизирует вашу ресурсность, безусловно.
и это нужно сохранять. Но есть еще такой момент. Эта карта соответствует девятке. У нас две цифры. 9 и 35 в другом углу. И если мы про нумерологию немного, 9 – это число перемен, как бы пороговое значение, что вот-вот что-то будет меняться. Но с другой стороны, перемены мы говорим, значит, если они приходят в нашу жизнь, скорее и коррекция наших планов, она будет необходима. А коррекция подразумевает, что придется, возможно, от чего-то отказываться. Но есть и то, что нужно сохранять. И это символ 35, если мы сложим, это 8. 8 – это как если мы перевернем символ бесконечности или лемниската, который располагается над головой мага. Поэтому есть то, что должно быть продолжено. То, что вам переложить, может быть, на новую реальность необходимо, и это будет вам добавлять силы. Это ваши планы, мои дорогие скорпионы, это то, что вы хотите осуществить. Это и сегодняшний день, который достаточно у вас, где-то вы можете просчитать. Здесь нет, по крайней мере, по этим двум картам нам говорят о том, что вряд ли тут что-то происходит такое из ряда вон выходящее, которое переворачивает все с ног на голову. Нет, это достаточно спокойный период жизни, хотя я могу допустить, у кого-то из вас вот это спокойствие может вызывать буквально скуку. Вы можете где-то заскучать в уголке от того, что, как-то хочется драйва, а тут все, слишком затянулось. Именно ваш знак зодиака, пусть не все, но некоторые могут подобную усталость как раз и чувствовать. Давайте откроем следующую карту и посмотрим. А вот правда, какая-то ситуация тянется, и нам кажется, что, вроде бы и ничего не происходит, но это трансформируется как в какое-то препятствие. Может быть, и есть действительно какое-то препятствие, которое вы хотите преодолеть, но по данной карте гора нам, с одной стороны, пространство, Вселенная нас может останавливать. И здесь будет двояко. Смотрите, гора – это действительно то, что, мы упираемся в стену. И первое значение может говорить о том, что если это тот вопрос, мои дорогие скорпионы, который вы, или проблема, которую вы пытаетесь решить из раза в раз, или пробовали и пробовали снова, то нам карта говорит, если ты каждый раз упираешься в какую-то стену, тебя пространство, Вселенная может останавливать от дальнейших действий, говоря о том, что ты словно стучишь в стену в надежде открыть дверь, а двери там просто нет. Может быть, вот такие, парадоксальные подсказки у кого-то могут проигрываться в вашей жизни, а стоит ли этим заниматься в принципе? Вот будет символизировать эта гора. Но есть еще и другое значение, когда какое-то дело от вас будет требовать большего времени или больше терпения. Какой-то вопрос вы не можете осуществить быстро. Или вы готовы участвовать в чем-то длительно. И здесь, кстати, у нас еще и птицы. Много какой-то информации, разрозненной информации. Нет конкретного видения. И карта не говорит, что мы не можем этого осуществить. Она нам говорит, что мы пока не видим просто горизонт. Но, видимо, вам нужно профильтровать, я так вижу, какую-то ситуацию. Стоит ли вам продолжать участие или стоит ли вам продолжать какое-то дело. Действительно, это стена или есть эта дверь, или есть горизонт за этой горой, или мне в чем-то не нужно участвовать. Правда, тут может быть некоторый выбор, и это будет касаться вашей занятости, может быть, отчасти и денег, или ваших достижений. Какая-то задумка у Скорпиона точно есть. Давайте откроем следующую карту и посмотрим. У кого-то это может быть попросту, когда вы хотите встретиться с любимым человеком, но вас разделяет расстояние. И часто гора – это тоже препятствие. По горе еще идут некоторые препоны или как воздействие третьих лиц. Или когда, это может еще быть как какая-то ситуация, которая ее нужно учитывать. Она влияет на ваш вопрос или то, что вы задумали, но вы на это, опять же, повлиять не можете.
Есть, безусловно, по аркану кольцо, прочный союз. И вторит эта карта собаки. То, что может быть продолжено, как надежная дружба. Но есть еще и та тема, которая по аркану гора проходит, в которой вам нужно разобраться, стоит ли что-то продолжать или все же нет. Ну, вот такая тема выбора. Хотя явного выбора нет. Но и есть все же какие-то препоны, барьеры, которые вам нужно учитывать. Переложите этот тонкий нюанс на свою жизнь. Просто здесь у каждого проиграется по-своему. У кого-то это может быть по работе, у кого-то из вас это ситуация с близкими. Может быть, вы находитесь на расстоянии и не получается быстро встретиться. Или это еще может быть какая-то история с чиновниками, может быть, подписанием документов. Да, тогда тут нужно пройти какой-то путь. А может быть, есть смысл обогнуть эту гору, просто зайти не в один кабинет, а в другой, и продумать, с каким чиновником поговорить, какой-то обходной маневр совершить. И такое я тоже могу допустить. Итак, поворот событий, с чем это связано? Но про чиновников это точно. Посмотрите, аркан юстиция, или мы называем справедливость. Это, безусловно, баланс. Баланс наш внутренний. Ну, где-то эмоционально вам придется свои разные эмоции, ну, где-то и причесывать. Вот эти весы, которые всегда изображаются на аркане справедливость, имеется в виду равноценный обмен. И если вы что-то кладете на одну чашу, то с другой стороны должно быть равноценно, такой же груз. И это можно, ну, такой символ груза переложить на наши эмоции, на наши чувства, на нашу дружбу где-то, на наши контакты. Неважно, личная жизнь это или работа конкретно. Держать, понятно, собственную где-то марку эмоциональную при любых поворотах судьбы нам тоже приходится. Но все же эта карта именно в этой колоде, еще как закон кармы. Или мы говорим, что нам по судьбе. Вы действительно с какой-то ситуацией могли столкнуться как судьбоносное событие. И карта закона, конкретно прописано, закон. Мы должны учитывать, как это делается по закону. В этом подсказка. Если для вас какой-то человек конкретный, или это будет в лице руководителя организации, готовы подписать что-то или прописать на бумаге, буквально заключить с вами договор, какой-то контракт, прописать нужную сумму, вас это устраивает, то, что вы хотите. Иными словами, мои дорогие скорпионы, это будет изложено на бумаге по закону, это вам помогает. Но если этого не происходит, наверное, есть смысл задуматься, а нужно ли мне продвигать в дальнейшем это направление. Или вот это и есть какой-то, ну, как камень преткновения, и вам нужно либо его обойти, как-то сделать иначе, или рассмотреть альтернативные варианты. Мы здесь не можем себя по этой карте поставить под риск. Поэтому для кого-то выбор такой, вроде бы все спокойно, все хорошо, но внутреннее состояние или та ситуация, с которой вы столкнулись, тем не менее требует вашего очень вдумчивого отношения. По этой карте, если мы говорим карма, всегда присутствует такое значение причины и следствия. Каковы были причины? Может быть, вы на эти причины не влияете, но смотрите, на что вы откликаетесь или кому вы откликаетесь, насколько это следствие будет влиять на вас или насколько вы его сможете изменить. Конечно, для кого-то из вас это будет означать еще и такое значение, когда, к примеру, вы сделали что-то очень хорошо. Пусть вы кому-то помогли, мои дорогие скорпионы, и здесь пространство Вселенная. Пусть руками других людей вам отдает своеобразный долг. Для вас какой-то вопрос решается намного быстрее. Но есть и другое значение, если мы где-то наследили или были какие-то моменты, когда мы сделали что-то нехорошо, то тогда нам тоже пространство Вселенной может вернуть на доработку какой-то вопрос. И нам с этим нужно разобраться, разложить все по полочкам и расставить все точки над «и». Но насколько ваше участие, опять же, может быть в каком-то деле продолжено с учетом аркана гора? Или нужно ли чем-то заниматься с учетом аркана юстиция, как будто вы не должны совершить
ошибку, потому что поворот событий, тут действительно мы можем согласиться на что-то, а на самом деле возьмем на себя какую-то ответственность. Я вижу тут ответственность именно, мои дорогие, и вам, видимо, вот эта гора и говорит, ты четко определи, как и свою меру участия в чем-то, так и расставь все по местам. Ведь аркан юстиция, если закон, есть какая-то реальность, и поэтому поворот событий, он как бы предугадывает, что мы можем построить, ну, разные себе воздушные замки в нашей ментальности, но все равно реальность так или иначе нас вернет, хотим мы того или нет, в последующем, если опять же причина и следствие к какому-то вопросу. Поэтому продумайте, мои дорогие скорпионы, этот тонкий нюанс. Давайте мы узнаем, от чего вы откажетесь. Или что вы будете трансформировать. А вообще ведь у вас карта возможностей. Вы можете отказаться от каких-то трат. Но вы можете, кстати, решать какие-то вопросы по части финансов. Шикарная ведь карта. Это карта процветания, изобилия, мои дорогие, конкретно, и возможностей. Это карта спокойного течения жизни. Вы можете включиться в какой-то вопрос, который будете, ну, я надеюсь, это не в стену, словно вот эту стену, все то, что я говорила, вот по этим двум арканам. Мы пытаемся пробить буквально эту стену в надежде, что это все-таки дверь. Вот есть поговорка «стучись, и тебе откроют». Ну, можно все-таки ее поставить под сомнение. Куда же мы стучимся? Ну, если это не дверь. А может быть, нам так и не откроют. Ведь мы можем открыть только то или ту дверь, когда есть замок и ключи в наших руках. Так вот, если в ваших руках ключи, и если замок, и если это дверь, ну, вот такой аллегорический вопрос, мои дорогие скорпионы, себе нужно задать, потому что на кону ваше изобилие, процветание, и вы не можете от чего-то отказаться. Но, может быть, вариант риска, он присутствует. И для вас, правда, может быть, нужно решить какой-то вопрос очень элегантно, красиво. И, может быть, уйти от какой-то ответственности. Тем самым вы сохраняете свой якорь. Помните, по аркану, опять же, юстиция, то, что выпадает. Вы можете контролировать только себя самого. Или можете контролировать те вопросы, которые вы и можете менять, или как-то коррекцию вносить. Но мы не можем внешние события, мы не можем изменить мнение людское, но оно это все оказывает влияние на нашу жизнь. Поэтому соедините в какой-то, ну, такой красивый узор ваши намерения, планы, цели и реальность. Потому что на кону ваше, как я уже говорила, изобилие, процветания. Но, может быть, подкорректировать вам что-то придется, чтобы не нарушить свой собственный гомеостаз. Вот назовем это в целом так. Шикарная карта. На кону что-то очень важное для вас. Это правда. Что вам нужно? Услышать, увидеть. Девятка воды – это прекрасная карта. И, кстати, две девятки, опять же, три уже у вас девятки. Преддверие перемен, как я уже говорила. Но по этой карте нам конкретно говорят, опять же, что важно услышать на кону. Ваши мечты, ваши желания и ваше счастье. И не совсем эта карта про любовь, хоть у нас и кубки. Чаще эта карта, опять же, про деньги, как и вот эта предыдущая девятка земли, девятка пентаклей. Это ваша самодостаточность, это ваше благополучие, это ваше изобилие процветания, это ваши мечты. Как вы ее осуществите, эту мечту? Где-то, если вы имеете свой бизнес, здесь действительно что-то может идти в гору, в геометрической даже прогрессии, но вам нужно нивелировать какой-то риск. Может быть, оформить нужные документы, может быть и согласование. У кого-то это может быть и декларация, налоговые органы, когда нужно тоже в баланс привести, чтобы не было, опять же, этого самого риска. Ну, наверное, по-разному. Для кого-то из вас, может быть, с учетом аркана собака, заручиться поддержкой. Поддержка будет нужна и вам. Поддержка может быть и по закону, как вам правильно поступать. Вы, мои дорогие скорпионы, в эти 10 дней все должны делать таким образом, твердо понимая, как работает в отношении меня закон. Потому что, повторюсь, как и ваше будущее практически, зависит
вот как по этой карте гора, от каких-то условностей. И вы выбираете словно направление. А на кону то, что нам дает не просто уверенность, а еще и уверенность в завтрашнем дне. То, что мы можем преувеличить, приумножить. И это касается нашего материального мира. Давайте посмотрим сфера ваших достижений. У кого-то может проиграться по части личной жизни, мои дорогие. Хоть у нас и говорят о том, что достижения, да, вроде бы аркан про работу, про деньги, но если достижения, у кого-то и оформление, может быть, документов, мы об этом тоже говорили, и так выглядит у нас верховный жрец. И поэтому это всегда символ того, что мы действительно оформляем какие-то документы, бумаги. По этой карте мы иногда берем и ответственность тоже. По этому аркану мы еще и учимся. Учимся, сталкиваясь с какими-то обстоятельствами, ситуациями. Но это может быть еще и вы, как в роли учителя, мои дорогие. Это к вам могут обращаться за поддержкой. И если у нас вверху аркан юстиция, карма, насколько глубоко вы готовы участвовать в каком-то вопросе, насколько далеко вы готовы зайти в каких-то отношениях. Вот об этом подумай, как будто нам обе карты советуют, опять же, на кону твоего благополучия, изобилия, процветания. Но, тем не менее, карта кольца. Для кого-то я могу предположить, это как вы, допустим, будете продумывать, как ваши личные отношения перевести на новую ступень или оформить буквально юридически. Может быть, вы захотите оформить брак, хотя я могу предположить, мы все же все разные. И если прежняя история была грустная, вы можете продумывать и обращаться в инстанции, чтобы осуществить и развод тоже. И тогда вот это самое освобождение. Но, тем не менее, традиции карт. Поэтому мы должны не просто сделать еще по закону, а еще и по традициям. Не нарушать, вот как и собственный, я говорила, порядок, структуру в жизни, гомеостаз, баланс, мои дорогие, от начала до конца. Но этот баланс, он еще и перекликается с менталитетом общества где-то так. Вам это нужно учитывать. Но еще и одновременно с законом. Что ж такое у вас, мои дорогие любимые скорпионы? Я надеюсь, что просто для кого-то вопросы бизнеса, работы идут в гору, получение новой должности такое вполне вероятно. Если вы, мои дорогие, принадлежите к преподавательскому составу, то тут возможность построить карьеру такую головокружительную, потому что учитель, опять же, верховный жрец. И вам он изображен, нам точнее, изображен как ангел. А обе эти девятки, которые говорят о деньгах, обратите внимание, это решаете только вы. Где ангелов нет, это целиком и полностью дело в наших силах, в нашей власти. Здесь нам ангелы не помогают, как бы. Это от ваших предпринятых действий, активности будет зависеть вот это изобилие и процветание. Но, как подсказки высших сил, вам в две выпадают карты старших арканов. Что же по любви? Еще один старший аркан. И тут, правда, какая-то история, с одной стороны, завершается. Это карта освобождения от боли, от страданий. Я вижу, что вы можете действительно отказаться, с одной стороны, от тех мыслей, которые вас просто постоянно приводили, вот как по горе, к какому-то тупику. И, может быть, в эти 10 дней вы понимаете окончательно, нет смысла что-то продолжать. Потому что какая-то рефлексия. Если мы в целом говорим, что такое рефлексия, это процесс осознания и анализа своих мыслей, чувств и действий, мои дорогие. Так вот, рефлексия, она нам помогает понять самих себя и улучшить собственную жизнь. И хоть часто этот аркан 20-й старший мы называем страшный суд, в этой колоде карт это называется обновление. Поэтому обновление с учетом той реальности, которая присутствует в нашей жизни. Да, мы можем, знаете, как словно у нас глаза открылись. И это может быть как инсайт, эврика какая-то, а иногда это бывает и прозрение. Но это в любом случае для нас как возрождение. Возрождение, потому что мы что-то не хотим продолжать. Или само по себе прошлое пытается от вас оттолкнуться. Я так вижу, мои дорогие, что тут, правда,
с учетом аркана гора вы можете что-то передумать. И кто знает, может быть, это потому, что ну вот какая-то реальность сложилась. И если мы про личную жизнь, ретроградная Венера, мои дорогие скорпионы, до 13 апреля нам может вернуть людей в нашу жизнь, те, которых мы знали какое-то время, и для чего-то они появляются в нашей жизни. Может быть, это были друзья, здесь могут точно так же вспомнить о нас по работе, по предыдущей. Здесь может вернуться, как из прежних контактов, какой-то человек, которого мы случайно встречаем на улице, или он напишет нам, есть смысл какой-то в возвращении конкретного человека. То есть иногда это, мы говорим, кармические отношения, у вас закон кармы. Это не обязательно, что мы идем под венец или мы должны как-то продолжать эту историю. В нашей жизни приходят люди иногда на какой-то короткий период. На короткий период мы нужны им, а они для чего-то нужны нам. Мы должны совершить какой-то опыт, сделать важные выводы и идти дальше. Вот об этом как раз нам говорит карта. Вот это новое сознание, возрождение, мои дорогие, и совершенно иное качество жизни у вас уже на пороге и по части личной жизни. Может быть, это выход из одиночества для кого-то из вас. Возможно, это кто-то из вас в силу непреодолимых причин столкнулся с тем, что прежняя история ваша личная, она была завершена. Меня смотрят люди из разных стран, и вы испытываете очень сложные эмоции сейчас. Вам больно, где-то и обидно, или вы чувствуете какую-то несправедливость. Но тем не менее, аркан говорит, хватит об этом вспоминать. Вот это самое обновление и возрождение. Новые энергии. Вы в эти 10 дней будете более добры к самим себе. Вы действительно себя где-то начнете жалеть, в хорошем смысле этого слова, потому что от чего-то вы можете и уже теперь, как бы сказать, ну, отказаться или сказать чему-то нет, потому что хочется больше изобилия, процветания, больше счастья. Или вы предположить можете, что даже если прежняя история по какой-то причине не может быть продолжена, я решил быть счастливым, ну или счастливой. И тогда вот этот 20-й старший аркан – это доброе обновление в нашей душе, когда мы, ну, жизнь не бывает полностью предсказуема, а мы, тем не менее, идем дальше. Давайте аркан совет. Мы действительно идем дальше. И ангел выходит нам навстречу. Самое главное – не застрять в прошлом. И, может быть, вот этот якорь нам и говорит, что что-то будет продолжено. И, безусловно, должно быть продолжено вот как по этим 2 девяткам. Свое благополучие вы не должны терять. Вот это факт. Но, может быть, вы столкнулись с какой-то ситуацией, когда вы не знаете, как правильно поступить. И вот вам вот так беспристрастно, как говорит поворот событий, вы сами тут можете некоторый поворот совершить, потому что, к примеру, узнаете, как работает закон, или вы понимаете, что нет смысла что-то продолжать, вы делаете какой-то выбор, но этот выбор вы делаете душой. И для кого-то это тоже может быть своеобразный экзамен жизни на это обновление. Но по 8 мы уже приняли какое-то решение, и мы движемся вперед, оставляя вот эти 8 перевернутых кубков, когда вы понимаете окончательно, нет смысла что-то продолжать. Перезагрузка, мои дорогие, в эти 10 дней, скорпионы, по крайней мере, в отношении какого-то пункта. И вполне вероятно для кого-то вот эта гора и будет означать, что мы стучали в стену в надежде открыть дверь. Перекладывайте на себя, ведь, по сути дела, очень благополучный период. И ваша прочная позиция. И я во всех картах вижу, что именно ваше благополучие, мои дорогие любимые скорпионы, вы должны и сохранять. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.